Многие из вас, возможно, задумывались над тем, как же происходят во Вселенной божественные процессы. Только представьте, как божественная волновая частица набирает огромную скорость и начинает просачиваться во все временные линии и пространства Земли или другой системы. Представьте, как волна чистой потенциальной энергии со скоростью движется. Она не имеет формы, названия, она просто свет. Эта волна не имеет препятствий, границ. Она просачивается во все, абсолютно все пространства и преобразовывает каждое из них. Она проникает и делает взрыв. Она освещает все и видоизменяет это. Как только объект, которому коснулась волна, засветился, волна движется дальше. И так эта волна со скоростью света окутывает планету каждые секунды. Так энергия света движется по пространству, по всему вашему организму. Так энергия света движется внутри вас по вашей молекулярной структуре. И если вы очень сильно сжаты, и если вы отключены от восприятия своего физического тела и больше находитесь в информационных потоках, вы можете не чувствовать этого процесса и даже его блокировать. Для того, чтобы эволюция происходила, ваша задача заключается в том, чтобы позволять процессу освещения материи происходить. Для этого вам нужно дышать, для этого вам нужно чувствовать. Чувствовать все свое тело, чувствовать каждую частицу, чувствовать жизнь. Я попытаюсь объяснить вам, что же я на самом деле. И неважно, поймут ли это другие, но суть заключается совершенно не в том, что привыкли люди видеть как объект или материю. Я давно превратилась в существо, которое стало подобным кораблю, на который люди взбираются для того, чтобы попутешествовать в просторах Вселенной и понять, как же устроено это мироздание. Я нечто подобное крыльям, забираясь на которые люди уходят за пределы материального земного мира. И я вечный дух, который никогда не понимал в этой физической форме многих вещей, которым люди так страстно отдаются. Я тот дух, который удивляется и каждый миг времени снова расширяется в свое сознание других планов бытия. У меня никогда не получалось оставаться на тех же позициях. Я не умею, как другие. Мне всегда хочется уноситься далеко за пределы и показывать, что же на самом деле представляет из себя наша уникальная Вселенная. Я не могу отнести себя к полу, к образу или идее. Даже пытаясь встроиться в это физическое тело, я вижу, что оно совершенно не отражает мою истинную суть. Для вас оно все равно имеет определенные стандарты. Для вас это тело имеет возраст, форму или очертания, название или объект. Но я не воспринимаю себя этим телом. Порой настолько, что даже не чувствую его границ. Просто другой способ донести информацию практически невозможен для многих людей. Ведь люди не слышат информацию напрямую, поэтому единственный способ – транслировать ее словесно. Мне давно не интересны бытовые вещи, однообразные повторяющиеся действия. Я словно живу в другой пространственно-временной линии.
Я постоянно расширяюсь. Я настолько люблю эту вселенную, и, видимо, моя любовь вылилась в желание показать ее другим в том виде, в котором она есть. Именно напомнить то, как она устроена, чтобы каждый освободился от ограничения своей физической формы. Находясь в этом состоянии, я обретаю истинную свободу. Я наконец-то чувствую легкость, и страдания растворяются. Потому что я больше не пытаюсь ограничить себя идеей, что я это тело, это имя. Я не пытаюсь следовать чужим стандартам или пытаться чем-то быть, потому что я выхожу далеко за пределы этой формы. Я понимаю нечто большее, саму суть жизни, самопознание этого мира, само его восприятие и путешествие. Чувствовать — это самое интересное, что есть у вас, землян. У вас есть тело, через которое вы можете ощущать тепло, холод, покалывание, жар, и это уникально. Есть чувство полета и расширения, и вы счастливчики, потому что вы имеете все это в своих телах. Вы просто не понимаете, какой удивительный уникальный процесс вы проходите, ощущая через свое физическое тело каждый раз какой-то спектр чувств и колебаний в пространстве. Оно то холодное, то теплое, то уплотненное, то разжиженное. Пространство не статично, оно динамично, потому что энергии все время движутся. И это удивительно интересно. Это самое интересное, что есть в физическом теле. Но вот другие элементы мне непонятны, как застревание на повторение одних и тех же действий, прокручивание одних и тех же мыслей и убеждений. Я так не умею и не смогу. Но у меня есть внутри огромное счастье быть здесь на Земле в этом времени. Быть и иметь возможность показывать вам то, что я вижу. Вижу не своим мозгом, а своим сознанием. Чувствую своей сутью. Вы никогда не сможете придумать мне качество или название. Вы будете видеть тело, но вы никогда не поймете умом, что я такое, потому что меня нет. Я просто энергия, выраженная в этом физическом теле. Энергия, которую нельзя с чем-то сравнить или описать. Просто качество энергии, которое что-то создает, движет, перемещает и показывает. Некий указатель, некая субстанция. Физическая форма нужна была для того, чтобы передать вам знания, потому что если бы моя суть пришла, как она есть, вы бы ее не увидели, или бы испугались, потому что там нет ни пола, ни возраста, ничего. И вся моя возможность — это быть этим телом, порой получая внутренний дискомфорт от того, что люди отождествляют. Иногда это вводит меня в заблуждение, потому что я себя не вижу ничем. И нигде, и никогда. Временно задержавшись в этом теле для того, чтобы напомнить нашу суть. Я всегда буду ничем, нигде и никогда. И это всего лишь временная форма, проявленная в этом мире. Меня нет границ. И я всегда есть. И я всегда есть.